Главной героиней нашей истории является девушка Вика. Она жила в большом городе, но каждое лето она приезжала в деревню к своему деду. Вика обожала проводить время в этой тихой и спокойной местности, где она могла насладиться природой и гулять по лесу. Вика просыпалась рано утром, чтобы насладиться утренней свежестью и пением птиц. На протяжении всех 3 месяцев лета она проникалась душой деревенским спокойствием, которое не сравнится ни с чем другим. Она гуляла по полевым дорожкам, где царили тишина и звуки природы, шелест травы и шорох листьев, пение цикад и журчание ручья. Вика наслаждалась каждым моментом, провожденным в деревне, усваивая всю красоту и спокойствие этих мест. Каждый раз, когда она заезжала в деревню на своем стареньком велосипеде, она чувствовала, что попадает в сказочный мир. Деревенская атмосфера с ее изумрудными полями, пышной растительностью на обочинах дорог и уютными деревенскими домиками приводила Вику в восторг. Она знала, что здесь она может отдохнуть от городской суеты и насладиться простотой и непритязательностью деревенской жизни. Однажды Вика отправилась на прогулку в лес, чтобы насладиться его магией и тайной. Она глубоко вдыхала свежий воздух, чувствуя, как каждая клеточка ее тела наполняется энергией и заряжается покоями природы. Лесные тропинки были обрамлены высокими деревьями, которые создавали прохладу и тень. Вика шла по мягкому мху, наслаждаясь каждым шагом, каждым звуком, каждым запахом, который окутывал ее в лесной глубине. Для Вики деревня была местом, где она могла по-настоящему расслабиться и забыть о всех своих заботах и проблемах. Она чувствовала себя счастливой и свободной, как птица, которая летит по голубому небу. Каждый раз, прощаясь с деревней и возвращаясь в большой город, Вика знала, что она оставляет частичку своей души в этих прекрасных и спокойных уголках природы. По пути в лес Вика встретила 3 пьяных мужчин. Они были громкие и неприятные, и она попыталась пройти мимо них, не обращая на них внимания. Однако, мужчины начали обращаться к ней, выпуская грубые шуточки и злобные комментарии. Вика почувствовала себя неуютно и попыталась ускорить шаг. Но вдруг 3 мужчин решительно повернули в ее сторону и схватили ее за руку. Вика испугалась и начала кричать, призывая на помощь. Она боролась, пытаясь освободиться от их хватки, но они были сильнее и не отпускали ее. Мужчины увели Вику к своей машине и бросили ее в заднее сиденье. Они были грубы и насильственны, говорили угрозы и пугали ее. Вика была в полном отчаянии, она не знала, что делать и как выбраться из этой ситуации. Через некоторое время машина остановилась возле старого сарая. Мужчины вывели Вику из машины и затолкали ее внутрь сарая. Вика была в панике, она понимала, что сейчас может произойти что-то ужасное. Она кричала и звала на помощь, но никто не услышал ее. Внезапно, в тишине старого сарая послышался рев медведя. Вика замерла от страха, а мужчины тоже испугались. Они начали оглядываться по сторонам, их растерянность позволила Вике немного прийти в себя. Она поняла, что это может быть ее шанс на спасение. Медведь вышел из темноты и принялся рыкать, пытаясь напугать нападавших. Мужчины испуганно отступили, не зная, что делать. Вика решила воспользоваться моментом и бежать. Она выбежала из сарая и побежала сквозь лес, не оглядываясь. Медведь продолжал рычать, отвлекая мужчин и не позволяя им преследовать Вику. Девушка была благодарна животному за это спасение и ускорила свой бег. Она бежала столько, сколько могла, не останавливаясь, пока не добралась до ближайшей деревни. В деревне Вика нашла помощь и рассказала о случившемся. Местные жители вызвали полицию, и Вика помогла им найти место, где ее держали пленницей. Мужчины были арестованы, и Вика наконец-то ощутила облегчение. Этот случай был для Вики уроком. Она больше не стала ходить в лес одна и всегда сообщала кому-то о своих планах. Она стала осторожнее и более осведомленной о своей личной безопасности. Несмотря на ужасный опыт, Вика не потеряла свою любовь к природе и лесу. Она понимала, что несчастный случай не должен лишить ее того, что она так сильно ценила.
Вика продолжала приезжать в деревню к своему деду и наслаждалась летними прогулками по лесу, но всегда с осторожностью и сопровождением друзей или семьи. Этот страшный инцидент оставил след в ее сердце, но не погасил ее силу и желание жить полной и счастливой жизнью. Вика стала сильнее и научилась быть более бдительной и смелой, используя этот опыт для своей защиты и защиты других. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.